Я просто введу в историю вот того, что мы делаем, да. Что будет с точки зрения физики, если я приеду с Тюмени в Москву, допустим, на железной дороге, на автомобиле, на самолете прилечу, на ракете, ну, неважно, на любом виде транспорта. Что произойдет с точки зрения физики? Здесь я находился на высоте 100 метров над уровнем моря. Здесь тоже на высоте 100 метров над уровнем моря. Значит, моя потенциальная энергия не изменилась. Ну, я ж как груз, меня ж перевезли, да? Я находился здесь относительно Земли с нулевой скоростью. И здесь нулевая скорость. Значит, моя кинетическая энергия не изменилась. Значит, с точки зрения физики, раз состояние груза не изменилось, полезная работа равна нулю. Полезная работа равна нулю. Но ведь на мое перемещение было затрачено много энергии. Если самолетом, то не меньше 100 литров топлива надо сжечь, больше, чем я вешу. И тогда какой коэффициент полезного действия таких транспортных систем? А чему КПД равно? Полезная работа 0, раздели на затраченную энергию. Получается 0. И мне как-то странно показалось, как это. Получается, что КПД любой транспортной системы у ракеты 1%, а наземной 0. Здесь нечего улучшать, нечего изменять. Как 0 можно улучшить? И тогда второй вопрос возник, а куда вся энергия уходит? И оказалось, что все 100% энергии любого вида наземного транспорта уходят на борьбу с окружающей средой и на ее разрушение. Все 100%. Тогда, чтобы совершенствовать транспорт, надо вот это улучшать. Минимизировать затраты энергии, борьбу с окружающей средой и ее разрушение. И когда, опять же, задумался, а куда тогда больше всего уходит энергии, а меня интересовал скоростной транспорт в первую очередь, когда 300 км в час и выше, то оказалось, что основные затраты энергии – это на аэродинамическое сопротивление, оказалось. И этому есть простое объяснение. Вот если взять мощность аэродинамического сопротивления, формула оказалась очень простой, на самом деле. Мощность аэродинамического сопротивления. 1/2 ρ воздуха, плотность воздуха, умножено на v в кубе, скорость в кубе, умножено на cx, коэффициент аэродинамического сопротивления, умножено на мидель, это площадь поперечного сечения максимально, да, и умножено на потери в редукторе и так далее, потому что надо же сначала энергию подвести или к колесу, или к приводу, да, колесу, или к приводу, и другому какому-то там движителю, то, естественно, тоже энергия теряется. И мы видим, что в этой формуле все в первой степени, кроме скорости, она в кубе. И вот тут-то проблема, оказывается, вот здесь, что скорость в кубе в аэродинамике. И если взять, допустим, привычную нам скорость 100 км в час, вот мы едем на автомобиле, и подумаешь, там при скорости 100 км в час, допустим, мы потратили там, затратили мощность 20 киловатт. Это немного, несколько литров топлива на 100 километров пути, да, это немного. А теперь давайте мысленно увеличим скорость этого же автомобиля до 500 км в час. Значит, скорость увеличили в 5 раз, а тут в кубе 5 в кубе 125. Значит, на аэродинамику уйдет 2500 киловатт. Это мощность электровоза. Это мощность 4 двигателей танковых. А это всего лишь автомобиль. Потому что скорость 500 км в час. Поэтому самый крутой автомобиль, Bugatti Veyron, стоимостью, это то, что продается, да, стоимостью 3 миллиона евро. У него мощность двигателя 1500 лошадиных сил, а скорость максимальная 430 км в час всего лишь. Он не может 500 развить, не хватает мощей. И представляете, сколько топлива он сжигает? Ему надо цистерну с собой везти. Потому что он за час сожгет 400-500 литров топлива. За час.
И я понял, что самое главное на самом деле в транспорте, в наземном, мы не на Луне живем, и не на Марсе. У нас атмосфера есть. Это аэродинамика. Я это понял давным-давно. Значит, надо совершенствовать в первую очередь аэродинамику. И я начал ее совершенствовать. И видите, что форма, обводы совсем другие. Нету самолетов таких, нету автомобилей, также нету поездов. Это наша, моя аэродинамика. У меня на нее больше 10 патентов. На эти обводы. Потому что я понимаю, как обтекает воздух. Можно мысленно представить себе там атомом, молекулой, частичкой воздуха и облететь этот транспортное средство, чтобы вот не было сопротивлений. И оказалось, что самые большие сопротивления это на сходе, на хвост. Там вся аэродинамика на самом деле делается. Да? И я стал это тоже менять, совершенствовать. И могу сказать о результатах, которые мы получили. Я уже продуваю в трубе аэродинамической. Это экспериментальные данные. 20 с лишним лет. Первую продувку я сделал в 1995 году в Санкт-Петербурге. В Беларуси нет аэродинамических труб. Так? На Рубине, там, где вот подводные лодки, продувают самолеты и так далее. Значит, у Bugatti CX равно 0,42. С учетом антикрыла, потому что без антикрыла он ехать не может, иначе он перевернется. Поэтому надо брать с учетом антикрыла. Нам никакого антикрыла не нужно. Наши CX, которые мы получали в продувке высокоскоростного модуля, 0,06. В 7 раз. Это константа от скорости не зависит? Константа, она, там нет единицы измерения, она безразмерна, да? Она даже с увеличением скорости улучшается. Поэтому в трубе 500 км в час тяжело продувать, таких труб-то и нету практически. Обычно продувают 150-200 км в час, а потом пересчитывают на большей скорости. Там меняется число Рейнольдса, еще там другие вещи, да? И поэтому с увеличением скорости даже CX немножко падает. Поэтому при меньших скоростях будет, допустим, 0,08, а при 500 будет 0,06. Да? Да что интересно, мы продавали идеальные тела тоже. Так вот теоретически CX должно быть минимум 0,04, а мы получили 0,035. То есть даже меньше теоретического предела. Да? Это экспериментальные данные, я ничего не сочиняю. Да? Но когда мы, естественно, тут ставим радиатор, там двери, щели, когда путь и прочее, там он ухудшается, и где-то у нас у Юнибусе, который уже будет бегать по дорогам высокоскоростном, CX будет где-то 0,08. Это с учетом дороги. Я не знаю, Bugatti они с учетом дороги делают или нет, я, честно говоря, не знаю, но 0,42 это данные вот, паспортные у них. Так. И еще оказалось, что на аэродинамику очень сильно влияет полотно, эффект экрана. И потом при продувках я получил это утверждение, я продувал сотни раз разные машины. И если взять, допустим, транспортное средство, которое, ну или вот оно, да, едет над полотном, идет неравномерное обтекание воздухом сверху и снизу, возникает уплотнение снизу и турбулентность сзади. Да? И если мы просто возьмем и поднимем транспортное средство на его размер над полотном, неважно, земля, асфальт, шпалы, рельсы, аэродинамика улучшается в 2,5 раза. Значит, экран – это очень плохо. И когда говорят, что будущее за экранопланами и экранолетами, не верьте. Они тоже плохие машины. То, что опирается на воздух, не может иметь хорошие характеристики. Механика лучше всего. Вот я вот предмет положил на стол на высоте метр и будет 100 лет лежать, не тратя энергию. А теперь я подвесил в воздухе. Надо подводить энергию, чтобы она висела. Так же? И самолет, и вертолет для того, чтобы висеть в воздухе, отбрасывают воздух вниз, ну, с помощью крыла или с помощью винта, неважно, и туда уходит энергия с этим отброшенным воздухом. Поэтому он не может быть эффективным, этот транспорт. И поэтому надо сделать у транспортного средства не аэродинамику, а антиаэродинамику, чтобы он прошел и не возмутил воздух, а не чтобы держаться на крыльях или чем-то еще. Да? И экрана не должно быть. Тогда я стал думать, а как же экран убрать?
Потому что экран тоже плохо. Вот взять мосты. Они вроде на втором уровне, но ведь полотно там широкое, все равно это экран. Да? Если взять, допустим, балку в поперечном сечении, ну, полосу движения, вот балка, там шириной, допустим, 3 метра, и тут едет автомобиль, да? Посмотрите, сколько материалов. Она тяжелая, она сама себя несет. А если мы уберем лишнее и оставим только то, почем едет колесо, ну, наверное, это будет дешевле. И мы берем экран. Значит, мы аэродинамику улучшим 2,5 раза. А это самое главное. Экран, это, аэродинамика самое главное. Да? Так мы 2 зайца убьем сразу. Ну как тогда вместо этой балки что-то такое легонькое сделать? Опять же, тут физика, сопромат. Я любил эти предметы, и сейчас я помню это, хотя у меня память слаба на самом деле. Да? Это то, что 50 лет назад еще учил. Так? Если взять, ведь современные там мосты, не знаю, путепроводы и так далее делаются разрезными, потому что иначе температурные усилия будут такие большие, что просто разнесет все это. Да? И поэтому их режут и делают температурные швы, потому что сечение очень большое. И очень большие усилия, их невозможно как-то удержать. Да? И получается, если взять балку, обычную балку, если взять, допустим, балку и эпюру моментов взять, да, то у нас будет такая эпюра моментов. Так? А если мы возьмем не разрезную балку, ну, пока не будем говорить о конструкции, просто не разрезную, и поставим тоже на опоры, и дадим нагрузку, то эпюра моментов будет совсем другой, она будет вот такой. И моменты будут меньше, здесь в 2 раза, здесь в 1,5 раза меньше, чем здесь. А если от распределенной нагрузки в 3 раза меньше. Значит, если мы сделаем в 3 раза меньше, если мы сделаем неразрывную конструкцию, то из тех же материалов мы можем сделать более прочную конструкцию. Потому что мы уменьшаем изгибающие моменты, которые, собственно, определяют материалоемкость балок под внешней нагрузкой. Так? И тогда я стал понимать, что надо все-таки уходить от земли, чтобы экран не было, подниматься вверх, но там, чтобы не было, опять же, экрана, убирать полотно и делать некие конструкции легкие, да, не разрезные, потому что они лучше работают. Но я понимаю, что если взять, допустим, железнодорожные рельсы и положить на опоры с полетом 50 метров, этот рельс прогнется и сломается. Значит, он сам себя нести не сможет, а не то, что нагрузку. Значит, надо и усилить. Значит, его надо преднапрячь. И тогда я стал думать над конструкцией, как усилить рельсы и, естественно, разместить там струны преднапряженные. И тогда можно усилие от них увести куда-то далеко в анкерные опоры. И так постепенно сформировался вот как бы, ну, идеология, идея эстакад преднапряженных струнных, где вот этих недостатков эстакад существующих нет. И в результате потом анализа, оптимизации я как бы определил 3 варианта путевой структуры преднапряженных вот как раз струнных. Все 3 здесь вы видите, все 3. А один из них — это так называемый гибкий рельс, который вот там дальняя дорога, где висит юнибус. Там схема работы какая? Вот опоры. Там седло, и пролет провисает. Пролет провисает, и головка рельса, ну, то, по чем катится колесо, оно будет повторять, то есть струна идет параллельно головке рельса. Это один тип путевой структуры. Второй тип путевой структуры, когда вот мы знаем, что такое висячий мост. Вот я нарисую схему висячего моста. То есть есть несущий канат, есть балка жесткости,
Есть подвеска, да? Это висячий мост. Я подумал, а как бы его вжать до рельса? И получается элементарно. И вот та вот дорога, по которой едет юнибайк, это и есть висячий мост, только другой конструкции. Это так называемый полужесткий рельс. Как он устроен, если разрезать вдоль? Это вот балка жесткости. Это рельс, в данном случае его высота 120 миллиметров. Так. Вот здесь опоры. Здесь опоры. Здесь внутри есть седло, и струна идет вот так. Значит, есть балка жесткости, есть несущий канат, и есть это подвес, который специальный бетон. Поэтому это висячий мост, просто я его сжал до рельса. Это второй тип путевой структуры. И третий тип путевой структуры, где нужна очень большая ровность и большая жесткость, чтобы получать высокие скорости движения, это струнная ферма. Преднапряженно все, вот это вот та дорога, которую вы видели. Вот три типа путевых структур, которые мы сделали и сейчас изучаем, исследуем, и все соответствует теории, которая описана вот в этой монографии. Так? И когда это я все проработал, и потом подумал, что ну ладно, в аэродинамику уходит 90 при скоростном движении, высокоскоростном, 90-95% энергии. Это аэродинамика. А куда же остальные 5-10% уходят из 100? И оказалось, что это в основном уходит на подвес транспортного средства относительно путевой структуры. Я стал анализировать, какие можно использовать подвесы. Ну, естественно, воздушная подушка, естественно, магнитная подушка, да? Пневмошина, стальное колесо. Я даже анализировал антигравитацию, там электрическое поле можно тоже. Мы не знаем, как оно устроено, антигравитацию, но это физика все равно. Я тоже анализировал, кстати, не очень подходит. Да? И оказалось, что самое плохое подвешивание – это пневма. И когда говорят, что за пневмо там подвески, я знаю, что Билгут тоже разрабатывает, что там будущее, это ерунда на самом деле. Потом оказалось, что очень неэффективно магнитная подушка. И этому есть, я знаю, тоже Билгут тоже, да все сейчас это же модно, поезда на магнитной подушке. Очень неэффективно. И Siemens, который начинал эти работы вот, по трансрапиду еще до войны, в 1934 году, вот недавно закрыл это направление, как неперспективно. Потратив 60 лет работы, 60 лет и 6,5 миллиарда евро. И построил одну единственную дорогу, Шанхай-аэропорт, за $1,5 миллиарда длиной 30 километров. И там есть свои объяснения. Потому что тот вариант, который они реализовали, потому что у японцев там по-другому сделана магнитная подушка. Siemens использовал электромагниты, которые могут только притягиваться, они не могут отталкиваться. И поэтому для того, чтобы поезд, его можно было подвесить на балку, то надо, во-первых, могучую балку, это понятно, что она должна быть могучая, да? Надо подвесить вагон, причем подвесить так, чтобы юбка зашла под низ, и разместить здесь силовые как раз вот подвес, чтобы поднять вагон, притянуться, поднять. При этом надо, естественно, чтобы не было ударов и так далее с боков, зафиксировать, тоже подвес делать. И здесь подвес делать. А поскольку подвес на малых скоростях не работает, то они еще поставили колеса, и как шасси они потом убирают при больших скоростях. Вот такая машина получилась, да? Якобы им казалось, модное слово, магнитная подушка, магнитный подвес, толкнул и поехал, а оказалось не так. Потому что есть зазор.
воздушный зазор, а там ротор-рестатор. Электродвигатель имеет КПД, да, 92%. Так там зазор между ротором и статором 0,1 миллиметра. А здесь 10 миллиметров. Меньше они не могли сделать. И это тоже очень мало. И это одна из причин, почему не закрыли это направление. Потому что в этом зазоре, ну, кстати, камушек попал. Авария, люди погибнут. А кстати, снег лежит. 10 миллиметров. Зазор у них 10 миллиметров. Авария, люди погибли. А листья, а веточки из деревьев упали, да? Так, чтобы не было вот аварий, они сделали машину для очистки полотна. И на их тестовом участке в Германии 10 лет назад примерно пригласили, как вы, вот, типа туристов, и говорят, ну, прокатитесь на нашей замечательной дороге. Как я говорю, прокатитесь на юнибайке, да? Те говорят, ну, что мне прокатиться? Сели в поезд и поехали. А с другой стороны, на эту же однопутную дорогу это же владельца Сименса пустили машину для чистки полотна. И они встретились, и все погибли до одного. 20 тысяч человек. А сколько вы? 24? Вот считайте, вся эта вот делегация, там все. И погибла бы. Представляете? Прокатили. А эти недостатки заложены в самой схеме. Есть зазор, и он маленький. И они вынуждены были это сделать. А нам по барабану. Есть там листики. Да как этот снег будет лежать на нашем рельсе? Да колесо стальное его раздавит. У нас нет этих недостатков. И такой аварии у нас не будет. Так вот, они купились на то, что у них эффективно. Посмотрите, какую юбку они сделали. Нам же эта юбка не нужна, вот эта вот. Эта юбка у нас по площади, как наш юнибус. Посмотрите, сколько энергии они сюда отдали, которой не надо. Это паразитная энергия. Посмотрите, куда энергия уходит в них. Тем более здесь полотно. Тут не может быть CX хорошее. И они сделали самую неэффективную машину, которая менее эффективна, чем самолет. Мы знаем, что самолет очень расточительный, много топлива жгет, энергии. Так вот, Трансрапид еще менее энергоэффективен, чем самолет. Я посчитал, какой у них КПД энергетическое, всю цепочку проследил, 12,5%. Паровоза лучше. Это паровоз, только называется поезд на магнитной подушке. Надеюсь, вы не это разрабатываете. Не такой вариант? Нет? Ну, наверное, с такими же характеристиками. Потому что вы забыли, что аэродинамика главная, а не вот это. Понимаете? Аэродинамика. И у вас есть полотно, и у вас все есть. Понимаете? Если, допустим, ладно, не думай, что вы сверхпроводники используете. Скорее всего, обычные проводники, они только притягиваются, значит, даже юбка. Так вот, эта юбка возьмет больше на себя энергии, чем наш юнибус весь. А потом еще надо же на него еще энергию, а потом на КПД, и потери и так далее. Поэтому это не может изначально быть эффективным. И если бы в Сименсе были такие аналитики, как я, студенты, тогда, я еще студентом это делал, они вообще за это не взялись бы. Они поняли тогда, что это глупо, и лучше это не делать. Но они потратили на это 6,5 миллиарда евро и 60 лет, чтобы это понять. Хорошо, они поняли это. Значит, я это забраковал тогда еще. Пневмошина. Тоже плохо, особенно при больших скоростях. Идет смятие резины, шины, тепловыделение, и там нелинейная зависимость, и если на малых скоростях шина там хуже стального колеса там, ну, на порядок в 10 раз, там, примерно, в 7-8 раз, 10, то на высоких скоростях она хуже уже в 100 раз. Там нелинейная зависимость. Так вот у Бугатти из Верон из 1500 лошадиных сил 500 уходит где-то примерно на шины и 1000 лошадиных сил на аэродинамику. Так? Я тоже отбраковал. Я стал стальное колесо. Это самое эффективное. Подвес. Вот те 5-10%, которые, да, туда уходят. Так надо там, значит, сейчас эффективность поднимать. Значит, лучше всего стальное колесо, я на нем выбор свой остановил. Но опять же, зная недостатки железнодорожного колеса, вернее, колесные пары, которые еще давно-давно, там, Стефенсон, кто там еще с собратьями придумал, да, и колесную пару сделали, чтобы это все стабилизировалось, да, там конус опирается на цилиндр. Так, и рельсы стоят под углом 1,20. Так, и что получается в контакте? Получается в контакте
в контакте. Берем конус. Ну, я посильнее его делаю, чтобы как бы утрирую немножко, там не такой сильный. Так, рельс стоит наклонно. И в пятне контакта, а это вот в масштабе 1 к 1 где-то примерно, там 10-15 миллиметров в размере, да, диаметры колеса разные, идет проскальзывание. Площадь контакта очень маленькая, напряжение достигает 10 тысяч килограмм на квадрат сантиметр и больше, до 20 тысяч, и сталь плывет. И оно не может не шуметь, там же проскальзывание. Там же ударе гребнем, особенно при высоких скоростях, там начинает рельс звенеть и начинает колебаться, так? Это ж плохо. Но есть же другое опирание. Цилиндр опирается на плоскость. Где же диаметры одинаковые? Значит, нет проскальзывания. И опирание не такое, а вот опирание. Шириной 1 миллиметр. А здесь 15 там, миллиметров, да? На спущенных шинах ездили когда-нибудь на автомобиле? Как тяжело, да, ехать, да, на спущенных шинах? Так это же спущенная шина. Надо же преодолеть вот это вот при качении колеса. И здесь 1 миллиметр. Его легче катить, колесо. И контактное напряжение получается у нас, вот, например, во всех этих машинах, до 2000 килограмм на квадрат сантиметр. Мы можем рельсы делать из стали 3. Не знаю, высокопрочный состав. Ну, конечно, мы делаем с прочной стали. Ну, в принципе, да, не надо. И в результате как бы эффективность качения можем 2 раза улучшить по сравнению с этим. 2 раза где-то. Так? Но возникает проблема, чтобы не было противосхода, ну, противосходная система. Так она тоже просто решается. Еще один ролик противосходный. И кажется, два цилиндрических колеса, это несет нагрузку, а это просто чтобы не сходило. У нас там везде есть противосходный ролик. Так? И получается, мы можем эффективность эту поднять где-то в 2 раза. При этом у нас нет этих колебаний, у нас не будет таких износов, и поэтому долговечность рельса можно увеличить на порядок. Поэтому рельс, который служит 10 лет, он может прослужить 100 лет, если бы было другое опирание. И оно у нас вот такое опирание. Да. И поэтому вот эти как бы 100%, 10-15%, вернее 10-5%, это вот уже как раз на подвешивание. И оказалось, что самое оптимальное подвешивание – это стальное колесо на стальной рельс, чтобы транспортное средство ехало, не касаясь путевой структуры. Стальное колесо, стальной рельс. И поэтому уже во всех своих решениях я стал закладывать именно вот это. Так? Поэтому везде у нас по этим путевым структурам всем едет стальное колесо по плоской головке рельса. И поэтому у нас рельс вырождается фактически в плоскость. Рельс. Вот это рельс. А головка, поверхность катания, это вот просто поверхность ленты, полосы. И если, допустим, на железной дороге, вот, по крайней мере, европейские данные, я помню, там, износ на скоростных дорогах, там, или на обычных, я не помню, 100 миллионов тонн брутто на миллиметр износа, то, я думаю, у нас будет 1 миллиард тонн на миллиметр износа. Поэтому можно заложить, допустим, там износ, я не знаю, несколько миллиметров на 100 лет службы и построить дорогу, чтобы она стояла 100 лет без ремонта. Тем более, что у нас нет стыков температурных, швов, а через них идет разрушение эстакад всех. Это там именно удары. Туда попадает вода, она замерзает, начинает разрушаться. У нас этого нет ничего. Так? И рельс – это моноконструкция. Лобзиком подпилил, ударил кувалда, она сломалась. То есть это очень уязвимая конструкция. У нас, допустим, если взять рельс, вот это провисающий, там один рельс,
Это труба 60 на 120. Второй рельс. 60 на 120, да? Они соединены между собой. И здесь у нас 3 каната, которые зафиксированы механически и заполнены бетоном. То есть, видите, не один несущий элемент, а несколько. И корпус не один, а несколько. Да? Вот взять лобзиком подпилить и разрушить, тем более на высоте, не получится. Поэтому эта конструкция, она более устойчива там, к термическим актам, к внешним воздействиям каким-то. И как пример я могу привести даже вот случай, который был со мной, когда я шел как-то с работы. Ну, это еще в Москве тогда работал. И как-то неудачно зимой ногу поставил и стал падать назад. Ну, скользко. Таджики с одной стороны насыпали песка, а с другой не насыпали. И нога-то поехала. Я слышу хруст. Такое ощущение, что черенок лопаты сломался. Думаю, что смотрю, нога вот так в бок. Сломал ногу, 2 кости сразу. Так она, нога повисла на сухожилиях. Вот если были кости, она бы отвалилась. А потом снова все срослось. Вот те же сухожилия, образно говоря. Перебейте рельс, эти будут держать. При этом расчеты показывают, что можно перебить 90% силовых элементов несущих, а конструкция не упадет. Это легко посчитать. И один из вариантов расчетных наших эстакад – выбывание опоры. Вот та, допустим, ферма, она рассчитана на то, что пришли террористы, взорвали опору, она упала. Хотя опору не так просто взорвать, еще попробуй, там 10 килограмм тротила не хватит. Но если опора упадет, ничего по дороге не случится, по ней можно ехать. Она не рухнет. Просто деформативность немножко увеличится, и на высоких скоростях нельзя ехать. Да, 500 км в час нельзя, а вот 100, 150, 200 даже можно ехать. Поэтому эта конструкция, они, получается, устойчивы к вот этим всем воздействиям, да? Вандализму, терроризму и так далее, что сейчас весьма актуально. К землетрясениям, вот сейчас опять где-то было землетрясение, сколько людей погибло, эта дорога не рухнет. Это вот как белевая веревка, привяжите двум деревьям белевую веревку, и натяните ее, поставьте палочки, это будет антенна опора, это промежуточный. Трясите эту веревку, что с ней будет? Ничего с ней не будет. И с опорой ничего не будет, они потрясутся, снова станут на свое место. Она упадет только если трещина будет под ней. Трещина в конземной коре. Ну, провалилась опора, ладно, ну, упала, ну, пролет увеличился в 2 раза, и что? Дорога осталась, она будет функционировать. Так вот, эти дороги предназначены лучше всего для городского транспорта. И когда там некоторые наши недоброжелатели говорят, это же надо быть идиотом, Юницкий вообще, наверное, физики 6 класса не знает. Но я действительно физики 6 класса не знаю. Тоже стал изучать ее в 7 классе. Вот физику 7 класса я помню, 6 не помню. Так? Что как можно по этой дороге ехать с 500 км в час, там же люди будут летать по воздуху, стукаться головой в потолок юнибуса. Нет, не надо здесь большой скорости. Это лучше всего для городского транспорта. Вот представьте, что городской транспорт. Есть остановка, транспорт стоит. Сели, вышли, поехал, стал разгоняться. До середины проехал, надо тормозить, потому что следующая станция. Остановился. Вышли, зашли и поехал дальше. Так же, да? А вот представьте, что станция у нас вот здесь. Вот здесь станция. Наверху. Вон. Только на все, допустим, 100 метров или там 50, ну, неважно. И когда транспортное средство, в данном случае подвесное, юнибус, да, начинает выезжать со станции, его начинает разгонять гравитация. На лыжах горных катались. Понятно, что не надо с палками отталкиваться. Гравитация будет разгонять. А не двигатель. Здесь достигает максимальной скорости. Все зависит от длины пути и вот этого провиса. Опять же, это физика, можно сказать, школьная, что скорость будет равна корень 2 GH, где H – это перепад высот,
а G – ускорение свободного падения. Поэтому, подобрав соответствующие параметры, можем получить здесь 150 км в час, без проблем, если надо. С помощью гравитации. Когда он идет на вторую, вот сюда пошел, что происходит? Гравитация начинает тормозить. Тормоза не нужно. И тогда он может заехать сюда с нулевой скоростью, если мы будем компенсировать потери. Потому что потери энергии, естественно, есть. На что? На аэродинамику, она уникальна у нас. Лучше, чем любая другая аэродинамика в мире. И на колесо, оно лучше, чем даже железнодорожное. Поэтому для того, чтобы компенсировать, допустим, потери энергии транспортного средства там, вместимостью 50 пассажиров, ну это автобус, да, вот на котором мы ехали, примерно, да, и получая скорость 150 км в час с нашими колесами, с нашей аэродинамикой, нужен двигатель мощностью 7 киловатт. Преимущества эти можно показать еще на таком простом примере. Опять же, связаны как бы, ну, физика – это наш любимый предмет, потому что мы живем в реальном физическом мире. Потому что молодежь думает, что мир виртуальный, и он в компьютере, и в ноутбуке, и в телефоне. Нет, мир реальный совсем другой. Там не Голливуд правит, там физика правит в этом мире. Так? Вот давайте проведем мысленный эксперимент. Чтобы показать разницу вот между вот той дорогой и традиционной дорогой. Вот есть, допустим, дорога ровная, ну, как обычно дорога. Чем ровнее, тем лучше же, да? И, допустим, Минск, Москва. Тут расстояние где-то 700 километров примерно, ну, там 710, возьмем 700. И представим, что мы здесь взяли, там какой-нибудь вагон поставили. И чтобы эксперимент был как бы, ну, понятен, давайте мы мысленно уберем воздух, чтобы не было сопротивления, да, и мысленно уберем трение. Ну, живем на Луне где-то, где нет, вот, да, ну, чтобы не мешали нам рассуждать, да. Нету сопротивления никаких, а есть вот только там масса, вот инерция, вот такие вещи. Мы толкнули вагон, он поехал со скоростью 1 миллиметр в секунду, и поскольку сопротивления нет, он и рано или поздно доедет до Москвы. И будет ехать 700 миллионов секунд. Это где-то примерно 22 года. Доедет за 22 года. А теперь этот же эксперимент поставим на нашей дороге, вот которую я сейчас показал. Эту дорогу сделаем по-другому. Поставили вагон и толкнули его со скоростью миллиметр в секунду. Он тяжелый. Он сюда поехал, гравитация стала разгонять, и здесь 150 км в час. Есть 1 миллиметр в секунду. Ну, потерь нету, да? 150 км в час. Ну и так далее. Какая средняя скорость? 175 км в час. Значит, этот вагон при том же импульсе начальном доедет, ну, за сколько? За 9 часов. Здесь 22 года, а здесь 9 часов. Условия поменялись. И когда говорят, что это же бред такую дорогу делать, это те, кто не понимает физики и не понимает, что такое эффективность. Вот в чем дело. И вот лучше всего такая дорога, не только городская, лучше как раз в городе. И представьте, что любой город можно сделать пешеходным. Сейчас же модно строить небоскребы. То Москва-Сити, то еще там Сидней-Сити, то еще там Дубай, там сплошные небоскребы. Причем они строят бессистемно. И создают проблемы, как 2 небоскреба в Нью-Йорке. Самолет ударил, и погибло больше 2000 человек. Нельзя в одном месте столько строить. А представьте, их 100. Одно упало, и все остальные посыпались. Это же не опасно так делать, да? А теперь представьте, вот город, любой, неважно, Москва, Минск, неважно, вот город. А давайте мы высотки
поставим не просто бессистемно, хотя они могут там какие-то линии быть, не обязательно там параллельно это все, да. А давайте вот здесь поставим высотки. И сделаем вот такую дорогу, и на земле не будет ни одной опоры. Опорой является здание, где люди живут, где магазины, офисы и так далее, да. И тогда я с одной пересадкой попадаю в любую точку. А пересадка с одного этажа на этаж. Потому что в эту сторону вот так идет, а в другую сторону вот так идет. Это один этаж, это за 30 секунд я пересел. Расписания нет, транспорт идет за другом. И весь транспорт ушел туда, и на земле нет вообще никакого транспорта. Не нужны автобусы, автомобили, метро, трамваи. Не надо, город стал пешеходным. Если мы сделаем шагом 1 километр, тогда 500 метров максимальное расстояние. Это 5 минут. А если взять среднее, то это будет где-то 3 минуты ходьбы, и ты у станции сел и поехал. Это так называемая концепция города линейного, который сделан как бы в шахматном порядке. Да? А можно эти города вытянуть линию. И сделать вообще пешеходные города, где транспорта нет, кроме вот нашего воздушного, это воздушное метро. И вот эта вот дорога, которую вы видели, два в одном, да, снизу подвесной, сверху навесной, вот представьте, тоже Илон Маск там говорит, вот, давайте там все в трубу, вакуум туда, да, поехали. А интересно, как вот доехать, если, допустим, я еду с Москвы, с Минска в Москву в вакуумной трубе, а мне надо выходить где-то в промежутке, в Смоленске. Как я там выйду? До Москвы доеду, потом поеду автобусом обратно или что? А теперь представьте, что у нас две дороги, одна сверху, другая снизу, сверху высокоскоростная, и остановки, допустим, идут там через 100 километров, а снизу городская, и остановки идут через километр. И так до Владивостока, или там до Парижа, в другую сторону, да? И получается, я могу доехать, сесть и проехать по городскому транспорте к свой кластер, где я живу. И он пешеходный, этот кластер. И это в логике зеленых городов можно сделать. И вообще все люди могут жить не в этих, это вот клоака, современные города это клоака, на самом деле, мегаполисы, там жить невозможно. Вот Китай где-нибудь там, и Пекине. Или он сейчас, я смотрел это ролик, как это, смог такой в Индии сейчас, а у них в это время Павел, он первый секретарь посольства российского, это белорусского в Индии, кстати. Он знает, что такое Дели, да? Там в 50 метрах ничего не видно. Такой смог. И вот это, едет по трассе, думает, что там чисто, а там пробка, стоят. И он бух в машину. Эти выбежали, за ним опять с этого дыма выскакивает машина, бух, те выскочили. И снова та-та-та-та-та-та-та. Представляете? И, кстати, этот смог создал в том числе транспорт. А теперь представьте, что Индия живет не в Дели, а в линейных городах, где вообще и смога-то нету. И вот таких аварий невозможно. И мы даже, я выступал там с докладом «Умные города», и они хотят сделать где-то около 100 умных городов, так называемых, где будет там логистика другая, там, все другое. Да? И вот если взять Индию, там, да, то говорит, давайте вот здесь умный город сделаем, давайте здесь умный город сделаем, вот здесь, давайте здесь, давайте здесь, давайте здесь, и у нас Индия станет умной. Я говорю, что за глупость? Ведь транспортная сеть – это как кровеносная система наша, аналог, да, разветвленная и так далее. Вот представьте, что я в своем организме вот здесь сосудик улучшил, вот здесь сосудик улучшил, вот здесь сосудик, и что? Что, организм легче от этого стало? Нет, лучше не стало. А представьте, что я создам сеть линейных городов. И я посчитал, что для Индии достаточно 100 тысяч километров линейных городов, где может жить миллиард человек. Миллиард. И им чистый воздух будет, не будет аварий, дети не будут гибнуть под колесами автомобилей, потому что их просто не будет. И это займет всего лишь 1/15 территорию. А 14-15 можно вернуть девственные леса и так далее, природа, как она была. И это все можно построить вот вокруг этих, в том числе, вот такой системы.
и скоростной, вот такой. Чтобы двигаться с большой скоростью, путь должен быть ровным, безусловно. И этому направлению я посвятил очень много внимания и сделал ряд у меня научных работ, есть изобретений в этой области. И мы сделали анализ движения транспортного средства по неровному пути. Поскольку у нас пролеты есть, то путь синусоидальный, так, имеющий, естественно, амплитуду и длину волны. То есть это пролет и неровность. Да? И сделан анализ в общем виде, когда есть колесо, есть масса, есть подвес, есть демпфер, потому что без него тоже, без демпфера подвес не работает. Это все должно быть. Да? И сделан анализ, вот он, с позиции плавности хода. Это железнодорожники эту характеристику придумали в свое время, плавность хода, потому что мы все-таки не дрова должны возить, а людей. И должен быть комфорт. И поэтому давным-давно определили характеристики комфорта. Это через плавность хода, через плавность движения. И формула там тоже достаточно простая. Корень 10 степени из А амплитуда в кубе и частота в 10 степени. И плавность хода может быть от 2 где-то до 4. Двойка – это когда ощущение, что ты сидишь на диване, смотришь телевизор. А если 4 будет, то я думаю, что после 5 минут езды надо уже человека возить в больницу. И, возможно, он по дороге помрет. Это уже выехать нельзя. Да? Вот в этом диапазоне находится плавность хода, который допустим. И мы сделали расчеты для разных пролетов и характеристик транспортного средства. Для плавности хода 2,5 – это очень комфортное движение, почти как ты сидишь на диване, смотришь телевизор. Для пролетов от 100 миллиметров, то есть это микронеровности, они же есть на рельсе, до пролета километра. До пролета километра. И мы знаем требования к пути, которым должна отвечать дорога. А не просто, а давай что-нибудь сделаем, да и поехали. Да, так нельзя делать. Да? И поэтому, если я говорю 50 метров пролет, то это не потому, что мы просто взяли и нарисовали 50 метров. И вот я открываю графики для разных этих, значит, разные скорости, разный ход, статический ход подвески и разные неровности требований к ним. Да? Для плавности хода 2,5. И вот я открываю пролет 50 метров. Это, кстати, полужесткий рельс, там 40 метров пролет. И вот кривые. Это, судя по всему, вам интереснее всего. Вы задаете вопросы. Вот видите, вот неровности требуемые, вот подвеска со статическим ходом от 10 метров до метра. Железнодорожники на скоростной дороге 300 миллиметров делают, мы тоже 300. Вот 300 миллиметров. И когда мы возьмем, и скорость самая большая есть 125 метров в секунду, это 450 км в час, это синенькая. Мы видим 12 миллиметров. Значит, чтобы обеспечить такую плавность хода, амплитуда, вот неровность, должна быть не больше 12 миллиметров. То есть это плюс-минус 6 миллиметров. И когда говорят, что Юницкий там строит дорогу, где будет прыгать, как на американских горках, это смешно. Какие американские горки? Плюс-минус 6 миллиметров. Иначе мы не поедем по этой дороге. И мы знаем, как это построить. При этом плюс... Да. Поэтому нельзя. Здесь тоже можно, но надо натягивать уже до 10 тысяч тонн. Просто будет дорого, нет смысла. Поэтому надо добавлять изгибную жесткость, а не жесткость за счет натяжения. Да? А здесь есть и то, и натяжение, и изгибная жесткость. Так? Тем более не разрезная, это все улучшает так? Моменты, соответственно, деформативность. И в эти плюс-минус 6 миллиметров должны входить заводские неровности, там же фирмы в цеху делают строительные неровности, ведь строить же не известно как, да? И деформативность под собственным весом, и деформативность под весом транспортного средства, которое движется. С учетом всего этого. И мы знаем, как это сделать. И мы сделаем и покажем это. Чтобы обеспечить нужную скорость с нужной плавностью хода. Так вот, как, допустим, действуют железнодорожники, чтобы получить такие скорости.
Я приведу пример с Тайванью. На Тайване построили японцы, они умеют строить и проектировать железную дорогу, Тайбэй и какой-то другой город, там 342 километра. Очень дорогая дорога. По сегодняшним ценам больше $100 миллионов за километр, потому что значительная часть дороги идет в эстакаде. Какая у них эстакада? Какая у них эстакада? Представьте, значит, две могучие балки железобетонные. Весом на пролете. Пролет у них 35 метров. У нас 50. Это максимальный, который они могли сделать. 35 метров. Одна балка на пролете весит 800 тонн. Она настолько тяжелая, что нет таких кранов, чтобы ставить. Они режут на куски и потом, как шашлык, вот соединяют, чтобы пролет сделать. То есть вместе это уже 1600 тонн. Там лежит плита весом 1000 тонн на пролете. Потом уже подушка, рельсошпальная решетка, рельсы шпалы и так далее. Да? Где-то набирается там больше, чем 3000 тонн на пролете, 35 метров всего лишь. И настолько большая нагрузка, что под этими балками стоит опора через каждые 35 метров, где фундамент, 4 буронабивные сваи, диаметр 2 метра, длиной до 60 метров. Там слабогрунты. У нас тоже слабогрунты. Когда весной шел кран, там монтировал, кран просто по полю, он провалился по раму. Просто шел и провалился. Один наш тоже вот работник шел и по пояс провалился. Просто по полю шел и провалился по пояс. Да? У нас очень слабый грунт. Так вот, одной сваи нам достаточно построить, чтобы километр нашей дороги, все опоры. Одной их сваи. Так, наверное, мы будем дешевле. А реально вы насколько заглубляетесь вашими слоями? А нам она не нужна. Вот там стоят плитный фундамент, стаканы. Даже не нужно, да. Высота плита высотой какой? Ну, там, собственно, не плита, а вот стакан с... Да, так это сколько там, 1,60 что ли, или 1,2 да, 1,60 где-то, 160 на 160. Ну, и здесь стакан, и мы в стакан ставим опору. То есть глубина заглубления 2 метра. А? 2 метра, 2 метра. Нет, ну, чтобы ниже глубины промерзания было. Поэтому это простая опора достаточно. Так. Ямку выкопал, ставил. Мы и свайны будем делать, но уже на других трассах. Но там не 2 метра, а где-то 400 миллиметров свая и 2 под опорой, а не 4, да? И длиной не 60 метров, а 8-9 метров. Этого достаточно, чтобы нести наши нагрузки. То есть, видите разницу между тем, что мы строим, и то, что хваленые японцы. И когда говорят, что-то тут транспорт ваш плохой, в Японии же этого нет. А я говорю, а что? Ну и что нет? А что, мы дурнее их, что ли? Да мы умнее их. Мы умнее всех, но мы не можем вместе работать. Вот проблема-то в чем. Мы только в одиночку можем. А потом одиночки, их выгоняют, они уезжают и там делают. Сикорские там, я не знаю, их много. Брины всякие. Понимаете? Ну, понятно, да, что мы можем вот таким образом сделать даже расселение людей, проживание людей другим. И в том числе Беларусь. Ведь Беларусь была раньше, деревни были. А города возникли на пересечении железных дорог. Все города. А раньше были, в 19 веке тут деревни одни были. Да? Так вот, когда мы начнем, они начнут строиться линейные города, мир изменится, он станет другим. И исчезнут эти, как раковые опухоли, все эти мегаполисы. Они не нужны. Вот мы в Джакарте тоже были, вот и там на выставке и так далее. Там едут до 5 часов на работу в смоге. Понимаете?
потому что неправильно. Ведь откуда город взялся? Вот история появления городов. Там работает одно лишь понятие, транспортное понятие, транспортная доступность. Только это понятие собрало людей в города. Раньше там кто-то взял, там землянку вырыл, что-то построил, ну и жил себе, жил. А тут сосед появился. Значит, надо ходить, там тропинка, да. Стали ходить пешком друг с другом. Так вот, анализ показывает, ну мы так устроены, у нас ноги есть, руки, мы же реально имеем размер и прочее, да. Поэтому у нас определенная скорость передвижения. Так вот, если ты движешься куда-то, неважно куда, к соседу, на рынок, на работу, менее чем полчаса, это комфортно. Больше, чем полчаса, некомфортно. Поэтому за полчаса я могу пройти 3 километра. И первые города были размером 2-3 километра. Древний Рим, неважно, там ходили пешком. Потом пересели на лошадь. Скорость возросла. За полчаса можно проехать 10-12 километров, 15. И стали города расти. Париж, там, средние века, да, Москва, да, неважно. Питер. Они вот где-то стали таких размеров. Потом где-то в 20 веке появился автомобиль. Все сели на автомобиль, скорость возросла. За полчаса можно проехать километров 30. И все мегаполисы, города стали таких размеров. А потом массовая автомобилизация, пробки, и скорость упала до пешехода. Сейчас средняя скорость общественного транспорта там, 10 км в час по городу. И тогда эти города уже не удовлетворяют требованиям транспортной доступности. И все едут больше часа на работу и с работы. А самое главное у нас ресурс – это время. Время, оно уходит необратимо. Мы его теряем каждый день, стоя в пробках, да, на работу, с работы. А вместо этого мы могли заниматься чем-то, творчеством, еще чем-то. Это наше время свободное должно быть, так? Значит, города должны быть другими. И из позиций вот этих линейных городов транспортная доступность за полчаса я могу проехать 200 километров на скоростной системе. Я могу жить в 200 километрах, и моя работа в 200 километрах будет доступна мне, комфортно, понимаете? Значит, я могу жить в природе, расселиться по-другому, а не нюхать асфальт. Мы детей на улицу боимся выпустить, их автомобиль может задавить. А там вот трава кругом, лес, да гуляй ты. Никто тебе не знает, ребенку плохого никто ничего не сделает, понимаете? И это позволяет сделать наш транспорт. Потому что он второго уровня, он над землей. А проблемы современного транспорта то, что они на поверхности земли, где и мы живем, где растения, где животные. И поэтому самое страшное оружие убийства придумал не Калашников, не изобретатели атомной бомбы, а изобретатель Форд. Вот кто самое страшное орудие убийства придумал. Сегодня на автомобильных дорогах мира гибнет ежегодно 1,5 миллиона человек. Гибнет. Больше еще умирают в больницах, их никто не считает, это не попадает в статистику. И 15 миллионов и больше становятся инвалидами и калеками ежегодно. Это Беларусь, даже 2 Белоруссии почти. Каждый год. Вдумайтесь в эти цифры. Мы боимся летать на самолетах. А это более безопасный транспорт. Почему? Потому что он на 2-м уровне, на 3-м, где-то там далеко. И хотя он опирается на воздух, и казалось бы, это ненадежно. Действительно ненадежно. Двигатель заглох, все, упал, разбился. Шасси не вышло, упал, разбился. Шаровая молния ударила, разбился. Птица в турбину попала, разбился, да? Погибли все. А возьмем статистику. В авиационных катастрофах ежегодно гибнет 600-700 человек. И 1,5 миллиона. Только потому, что 2-й уровень. У нас транспорт на 2-м уровне. Но у нас нет тех причин аварий, как в авиации. У нас нет шасси. Ну, не вышло, нет шасси. Ну, птица в турбину попала, у нас нет турбины. Ну, заглох двигатель. Ну, у нас заглох, прокатился, остановился. Что, все живы, здоровы. Все наши транспортные средства имеют стыковочный узел в автоматическом режиме. Ну, остановился, сломался, подъехал и состыковался и потянул. И один юнибус исправный может 5 неисправных тянуть, как локомотив. Поэтому никто не зависнет, ну, на трассе,
и все будут спасены, даже там, если все сломается. И вы, наверное, поняли вот идеологию, да, этого транспорта, и откуда он взялся, и почему он взялся, и почему он такой, а не другой.